Привет всем! Это канал True Kitchen. Сегодня мы приготовим суп с сырными шариками. Сначала нужно сделать крутой наваристый бульон. Берем кастрюлю, в которой мы будем варить бульон. И куриные каркасы. Мы их сейчас помоем и будем складывать в нее. Заливаем каркасы холодной водой. Набираем практически полную кастрюлю водой и ставим на большой огонь. Теперь займемся овощами на бульон. Помоем и почистим их. Теперь порежем их. Лук пополам. Сельдерей на вот такие слайсы. А можно даже их еще пополам. Морковку пополам. И тоже на крупные части. Также для бульона мы используем чищенный чеснок и стебли петрушки. Ставим сковородку на большой огонь, но без масла. Она должна быть сухая. Когда сковородка нагрелась, выкладываем овощи и просто подпекаем. Когда бульон почти закипел, начинаем снимать шум. Я это делаю половником. И уменьшаем огонь, так чтобы бульон едва-едва кипел. После закипания он должен так готовиться 2 часа. Овощи уже у меня подпеклись, этого достаточно. Переворачиваем на другую сторону. Овощи мы подпекаем для того, чтобы бульон был золотистого цвета, а вкус был более насыщенный. Как видите, овощи подпеклись уже и с другой стороны. Готовые отправляем в бульон. Теперь займемся сырными шариками. На мелкую терку натрем плавленый сырок. Моцареллу тоже на мелкую терку. Добавляем одно куриное яйцо. Столовую ложку муки. И хорошую щепотку соли. Теперь тщательно перемешиваем. Постепенно получается своего рода тесто. Из этого уже можно будет слепить шарики. Когда масса стала однородной, ее можно накрыть и отправить в холодильник. Теперь займемся пассировкой. Помоем и почистим овощи. Перец нарезаем маленьким кубиком. Лук тоже нарезаем маленьким кубиком. Морковь натираем на мелкую терку. Сельдерей тоже. Когда бульону осталось вариться примерно полчаса, может быть минут 40, добавляем стебли петрушки и чесночок. Пассируем наши овощи. Пассируем до вот такого золотистого цвета. И пока что отставляем. Пока у нас доготавливается бульон, начнем формировать шарики. Тесто у нас постояло в холодильнике, оно стало более плотным. Вот таким вот. Теперь смачиваем руки холодной водой. Берем кусочек теста примерно 10-15 грамм, катаем руками до вот такого состояния круглого. Большие сильно шарики не делайте, потому что после варки они увеличатся в размере. То есть этот шарик будет примерно вот такого размера. И пока что складываем на доску. Руки смачиваем холодной водой, для того, чтобы тесто у нас не прилипало к ладошкам. Шарики мы сформировали, пока что их отставляем. 2 часа прошли, бульон готов. Теперь его нужно процедить. Процеженный бульон доводим до кипения. Добавляем пассировку, снимаем лишний жир. Теперь добавляем лавровый лист, душистый перец. И начинаем постепенно добавлять сырные шарики. И желательно бросать там, где начинает кипеть. Когда наш суп закипел, засекаем 5 минут. Ровно столько варятся шарики. 5 минут прошли. Добавляем зелень. Я нарубил немножко петрушки и кинзы.
солим. Добавляем немножко молотого перца. Для того, чтобы убедиться в том, что сырные шарики готовы, можно выловить один и разрезать. Пробуем суп на соль. И на этом все. Суп готов. Как видите, этот суп приготовить очень просто. Кому понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь, обязательно пишите внизу комментарии. Счастья и здоровья! Всем пока!